люди, это ресурс, безусловно, в бизнесе, да? Не хочешь заниматься людьми, в бизнесе нечего делать. То есть люди, бизнес это только люди и отношения с ними. Если взять деньги, это отношение к себе, и это важно, то удержать деньги, стабилизация, это отношение к людям. Разная классификация людей, и когда мы взаимодействуем с людьми, желательно сразу человека просканировать. Вот по этой классификации. АБВ. Человек А – это жертвы. 80% людей на Земле – это жертвы. Мы неосознанно себя кидаем в эту жертву. Из-за чего это происходит? Там в детстве нехватка любви. Жертвенность – это нехватка любви всегда. Вот. А любовь, еще разочек, это не сюси-пуси и не создание невротического цикла. Это как раз та основа, на которой человек стержень вырабатывает и энергию берет. Вот любовь это всегда энергия и всегда в созидании. А это жертва, Б это агрессор. На любую жертву всегда будет агрессор. А где 80% жертв, а где же еще столько агрессоров? Смотрите, самое интересное, что вот эти А и Б между собой периодически то в одной роли, то в другой. Вот жертва обязательно в какой-то потом период будет агрессором. Ей же надо отомстить за то, что она жертва. Она обязательно потом встанет в роли агрессора. И вот эти ноющие, гундящие люди, которые говорят, что же такое, я тебе там всю жизнь отдала, а ты мне там не ты цветочек на 8 марта не принес, это вот, значит, то есть мозг, который клюют, то есть это вот как раз они из жертвы переходят в состояние агрессора. И самые здоровые люди это В, да, это какие люди? Они с правильным отношением к себе, и у них всего много. Они накопили много ресурсов, энергии и так дальше, и оно у них, через них льется через край. Они с радостью тебе будут делиться, отдавать, не жертву себя приносить, а из избытка. Вот эти из состояния дефицита делят одеяло, да? А эти из изобилия, из избытка. Но они достаточно умные, сенситивные, чувствительные и очень четко понимают, кого к себе подпускать, кого не подпускать. Они могут на какое-то время подпустить людей вот того или другого круга, но они их тут же вычислят и с ними не будут взаимодействовать. То есть они общаются с себе подобными. Понятно, да? Часто с таким человеком пообщаешься, и у тебя вот как-то все пошло, да, прямо энергетически пошло. Вроде бы ты просто пообщался даже, там, он тебе сильно ничего и не дал, но от общения вдруг у тебя что-то включилось там внутри, и вот так вот пошло. Такие созидательные. Это творчески успешные, состоявшиеся по всем граням жизни люди. Он светится изнутри, понимаете? От чего? От того, что он может отдавать, он изобильный, он накопленный. И вот этот прекрасный пример, когда красиво сочетается вот этот дух, душа и тело. На таких людей смотришь, у них лик на лице. Энергия идет, понимаете? Он живой. То есть он не вот такой вот заблокированный на всех уровнях, потому что у него все в дефиците. А он открытый, и вот он живет через любовь. То есть любовь, у нее же закон такой. Более осознанный, чем больше отдаешь, тем больше остается. Я даже не знаю, осознанность ли это, но, наверное, осознанность однозначно тоже. Человек, который адекватно управляет собой, или как бы адекватно реагирует на происходящее, то есть это не жертва. Я бы сказала, он адекватно живет. Благодарю за просмотр. Если вы еще не подписались на наш канал, то сделайте это прямо сейчас. Кликните на кнопку подписаться и до встречи в следующих видео.